Всем привет! И сегодня я хочу вам рассказать о, наверное, самом загадочном месте – о Луне. И я хотел бы ответить на такие важные вопросы, как: почему на Луну не летали уже 50 лет? Есть ли на Луне инопланетяне? Какие тайны у Луны? И почему Луна – это страшное место? Это Мысли Мозес. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И мы начинаем. Для начала давайте поймем, а какую функцию играет Луна? И для чего она нужна на этой планете? Ведь у Луны есть важные функции. Первое – это регулирование приливов и отливов океанов благодаря влиянию сил притяжения Луны. Второе – это стабилизация земной оси вращения, что способствует поддержанию климата и смены времен года. И третье – это влияние на развитие живых организмов, включая людей через революцию месяца и циклы сновидений. Луна для Земли играет очень важную роль, и без нее нам не обойтись. Но у нее есть важные минусы, которые нужно разобрать. Во-первых, отсутствие атмосферы. Луна не обладает атмосферой, что означает, что на ее поверхности нет ни воздуха, ни кислорода, ни азота. Это создает огромные сложности для путешествия и пребывания человека на Луне, так как для жизни необходимы кислород и защита от вредных космических лучей. Без атмосферы Луна также лишена защиты от метеоритов и микрометеоритов, что делает ее поверхность крайне суровой и опасной. Во-вторых, это недостаток гравитации. Вес на Луне составляет всего 16,5% от земного веса, что означает, что движение на Луне существенно отличается от движения на Земле. Это может привести к ощущению неловкости и дезориентации у людей, попавших на Луну. Более того, низкая гравитация может вызывать серьезные проблемы с костями и мышцами у людей, так как их организмы не адаптированы к таким условиям. Да и не нужно забывать про температуру на Луне. Во время лунного дня температура может достигать 120 градусов, свидетельствуя о сильном нагреве поверхности Луны солнечным излучением. В то же время, во время лунной ночи температура может падать до минус 180 градусов. Эти резкие перепады температур делают очень сложной работу сооружений и оборудования на Луне. Также на ней имеется нехватка воды и других полезных ресурсов. Исследования показали, что вода на поверхности Луны присутствует, но в очень ограниченном количестве. Это делает планы освоения Луны и создания постоянной базы на ней крайне сложными. Без воды и других полезных ресурсов жизнь на Луне была бы крайне ограничена. Да и пятым минусом можно считать то, что она довольно сильно отдалена от нас. Луна находится на расстоянии около 384 тысяч километров от Земли, что делает ее доставку и обслуживание чрезвычайно сложными и дорогими, пока что. Это большое расстояние создает препятствия для исследований и освоения Луны, а также затрудняет коммуникацию и связь с базами на Земле. Но не нужно забывать и про свои плюсы Луны, которые у нее также имеются, и они очень важны. Первое, это, конечно, эстетическое восхищение. Луна является удивительным небесным явлением и представляет собой красивое зрелище. Ее свет и отражение на поверхности земной ночной тьмы порождают разнообразие цветов и теней, создавая впечатляющее ночное небо. Также это регулирование приливов и отливов. Луна оказывает существенное влияние на океанские приливы и отливы. Ее гравитационное притяжение вызывает поднятие и падение уровня воды, что в свою очередь создает благоприятные условия для морской жизни и активизирует течение в океанах. Это имеет большое значение для биологического разнообразия и экосистем морей и океанов. Также благодаря Луне проходят научные исследования. Луна представляет собой отличную возможность для научных исследований и открытий. Программы и миссии, отправленные на Луну, помогают расширять наши знания о космосе, формировать представления о происхождении нашей планеты и развивать новые технологии для будущей космической эксплуатации. Да и все же там есть свои некоторые интересные ресурсы. Луна обладает потенциалом как источник полезных ресурсов. Она содержит значительные запасы гелия-3 и других материалов, которые являются ценными для научных и коммерческих исследований. Найденные на Луне ресурсы могут служить основой для развития новых технологий и производства в будущем. Да и куда без вдохновения для искусства и философии. Луна всегда вдохновляла людей, вызывая творческую и романтическую волну. Она является символом и постоянным объектом интереса для художников, писателей, поэтов и других творческих личностей. Луна вдохновляет размышления о космосе, нашей роли во Вселенной и вопросах смысла жизни. Также это медитация и спокойствие. Восторг от наблюдения за Луной и ее циклами помогает людям насладиться моментом, обрести гармонию с природой и погрузиться в медитативное состояние.
Луна создает умиротворяющую атмосферу и способствует успокоению духа и расслаблению. Седьмое – это календарь и навигация. Луна играет важную роль в определении времени и календарных систем. Ее фаза помогает ведению календарных расчетов, а ее явления, такие как затмение, используются в навигации и ориентации в пространстве. Но вначале я говорил, что Луна – это загадочное место, и у нее имеются свои тайны, такие как происхождение Луны. Обсуждение различных теорий, таких как гипотеза удара и космическая сборка, в попытке объяснить, откуда она взялась в нашей Солнечной системе. Ведь пока что откуда она взялась, мы так до сих пор особо и не изучили. У нас имеется теории, но пока что маловато. Кроме того, очень интересна поверхность Луны. Рассказ о геологической структуре, включающая выдающиеся черты, такие как лунные долины, кратеры и горы. Кроме того, там есть лунные моря, которые на самом деле являются плоскими областями, заполненными потоками лавы, которые были активны миллионы лет назад. Да и на Луне были свои, конечно же, минусы, такие как Аполлон и Чайна-4. Их роли в исследовании Луны и понимании ее тайн очень сильно помогли науке. Также у Луны есть свое интересное будущее. Во-первых, мы продолжаем исследовать Луну, и планируются современные миссии, такие как Артемис с целью высаживания людей на Луне и создания постоянной базы. Также обсуждаются идеи, чтобы создать на Луне свои платформы, чтобы оттуда отправлять своих людей на Марс и подготавливать их к этому. И не забываем про добычу ресурсов для коммерческих и исследовательных целей. Ну а теперь расслабимся и перейдем к интересным фактам. Первое – это название Луны. Название Луна происходит от греческого слова «селение», что означает «луна». В разных культурах по всему миру Луна имеет разные названия и играет важную роль в мифологии и религии. Тем более Луна поворачивается к Земле только одной стороной. Луна поворачивается только одной стороной к Земле, поэтому мы всегда видим только ее одну половину. Это называется синхронным вращением. В результате синхронного вращения на Луне отсутствуют дни и ночи, как на Земле. Тем более Луна известна своими фазами, которые меняются примерно каждые 29,5 дней. Фаза Луны вызвана тем, что наш спутник движется вокруг Земли, и только часть ее освещенной поверхности наблюдается с Земли. Луна имеет разные геологические особенности, включая горы, долины, плато, даже вулканические кратеры. Самый известный кратер на Луне – Тихо, который имеет диаметр около 1500 километров. Этот кратер является результатом столкновения крупного астероида с Луной много лет назад. А Джек Шмидт и Юджин Сернан стали последними астронавтами, посетившими Луну в рамках программы Аполлон. Их посадка на Луну произошла 14 декабря 1972 года. И более 100 предметов, оставленных астронавтами на Луне, все еще находятся там. Среди этих предметов флаги, оборудование, мусор и даже некоторые персональные вещи астронавтов. На Луне отсутствует атмосфера, что делает ее очень сухой и лишенной воды. Однако в 2009 году индийская миссия Чандраяна-1 обнаружила на Луне многочисленные следы воды в кратерах на ее поверхности. Это открытие представляет надежду на возможность исследования Луны в будущем для обеспечения человеческой жизни. По некоторым оценкам, Луна в форме песчинки была образована около 4,5 миллиардов лет назад. Есть гипотеза, что Луна возникла после столкновения молодой Земли с крупным объектом из космоса, который оторвался и затем сформировался вокруг Земли. Существует феномен как лунный свет. Это свет, который виден на темной стороне Луны во время полной Луны. Это объясняется отражением света от земного океана обратно на Луну. Ну а теперь подходим к концу. В общем, Луна — это очень важная, но очень загадочная вещь, которую еще нужно долго изучать. Все это будет, конечно же, в будущем. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Мысли Мозес, и пока.